Не первый год вокруг недвижимости прославленного композитора Людмилы Ледовой не утихают споры. Сначала подруга женщины Галина Горбенко утверждала, что звезда попала под влияние некоего адвоката Виктора Дворовенко, который имеет виды на ее собственность. После интервью дал муж Ледовой Александр Кудряшов, утверждавший, что тот самый фаворит композитора отправил его на принудительное лечение в клинику. Теперь же выяснилось, что Виктор Дворовенко официально стал обладателем дорогостоящей квартиры Людмилы Алексеевны. Об этом стало известно в эфире программы «Пусть говорят». Первой в студии появилась внучка Александра Кудряшова, утверждавшая, что ей запрещают общаться с мужчиной. После Нового года я звонила ему много раз, но его к телефону не звали. Прошла неделя, вторая, и я начала беспокоиться. В итоге, решила поехать в Москву, но меня не пустили в квартиру. Я приходила снова и снова, а потом мне позвонил Дворовенко и сказал, чтобы я больше не беспокоила Людмилу Алексеевну и ее семью, рассказала внучка мужа композитора. Кстати, о том, что молодая женщина Кристина Зиновьева является внучкой Александра Кудряшова, стало известно лишь несколько месяцев назад. Тогда предполагаемой родственнице пришлось сдать ДНК-тест. Однако подруги Ледовой не верят в искреннее намерение Кристины по отношению к дедушке. По их мнению, молодая женщина всего лишь хочет завладеть квартирой, примерная стоимость которой оценивается в 70 миллионов рублей. Для Зиновьевой и всех присутствующих большой неожиданностью стало то, что недвижимость уже имеет нового владельца, ведь Людмила Алексеевна якобы продала ее Виктору Дворовенко. Данную ситуацию решила прояснить близкая подруга композитора Элеонора Филина. Она подчеркнула, что Виктор Дворовенко ухаживает за семьей Ледовой из искренних побуждений. Он взвалил на себя всю заботу о ней. Когда самочувствие Людмилы Алексеевны резко ухудшилось, Виктор отправил ее в лучшую клинику. Ее мужа он также лечил от алкоголизма и продолжает обеспечивать их обоих. Людмила Алексеевна находится в прекрасных отношениях не только с Виктором, но и с его родителями. Она абсолютно счастлива и окружена заботой, заявила Филина. Многие гости программы пришли к выводу, что Ледова имеет полное право распоряжаться недвижимостью так, как она хочет. Тем более, у звезды нет детей или внуков. В итоге, в студии появился муж композитора Александр Кудряшов. Он подтвердил, что знал о проведенной сделке. Мы с женой виделись в последний раз где-то месяц назад. После выхода из первой клиники я жил с ней, Дворовенко за нами ухаживал. Я знаю, что квартира сейчас принадлежит ему, рассказал Александр.
Сейчас муж композитора проходит лечение от онкологического заболевания. По словам подруг Ледовой, Кудряшов много лет страдал от алкогольной зависимости, и именно благодаря поддержке Виктора Дворовенко начал бороться с пагубным пристрастием. В финале программы ведущий Дмитрий Борисов заявил, он продолжит внимательно следить за делами Людмилы Ледовой. Он надеется, что родственникам удастся разрешить все возникшие между ними противоречия и наладить нормальное общение.